60 часов автономности, вы просто очумеете их разряжать. Минималистичная упаковка, возможность работать как по воздуху, так и по кабелю. Отличные микрофоны, лютый режим активного шумоподавления, есть функция быстрой зарядки. За 5 минут зарядки вы получаете 4 часа звучания на 50% громкости. И это очень даже сильно. Программа NFC для моментального сопряжения с вашим смартфоном, режим прозрачности и 22 вида преднастроек эквалайзера, чтобы вообще не думать. Басов даже с избытком. Басхеды будут рады. Несомненно. 3 режима гибридного активного шумодава, который реально работает. Полноразмерные наушники от Anker за неприлично малую для такого звучания стоимость. Но не без недостатков. И конечно же они хуже тысячных Sonic. Даже по пластику. Сейчас расскажу. Tube 767, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много. Все условия в описании к видео. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Anker Q30. Особенно интересно их тестировать после Sonic тысячных MX4, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. И да, я их постоянно использую. И несмотря на разницу в стоимости в 4 раза, именно по звуку, если считать только звучание по Bluetooth, при использовании кодека AAC и работе активного шумодава, анкера не особо и не сильно проигрывают Сонькам. Притом многие этого даже не заметят. Комплектация стандартная, коробка убогая, непривычно видеть такое у анкеров. И коробулька будет убита пересылкой, как и у меня, у многих, кто купил на Али, такая же история. Внутри сами наушники, кабель Type-C для зарядки, кабель AUX с аудиоразъемом 3,5 мм, наш любимый мини-джек, для проводного подключения ушей. Симпатичный, но при этом дешевый тканевый чехол на молнии для хранения и переноски наушников. И разумеется инструкция. Русского языка ожидаемо нет. Наушники черного цвета, амбушюры мягкие из искусственной кожи. Вес стандартный для такого размера ушей, порядка 260 граммов. Материалы качественные, производитель обещает амбушюры из пены с эффектом памяти. Мне показалось, что пены в амбушюры пожалели. Кожзам продавливается достаточно глубоко. Проблем при ношении это, впрочем, не вызывает, но это пока. Сами наушники имеют маркировку внутри, чтобы пользователь не перепутал лево и право в виде огромных букв L и R прямо внутри чашек. Обычно такое делают в дешевых наушниках, в тех же Соньках этих букв нет. Сами наушники могут поворачиваться на 15 градусов внутрь и наружу, и на 90 градусов влево и вправо, что создает ощущение хлипкости конструкции. Ну а самое печальное, регулируемое оголовье из пластика и металла. И насколько оно долговечно, показать может только время. А так как это новинка, нужно подождать пару месяцев, пока появятся первые реальные отзывы при ежедневном использовании на длительные сроки эксплуатации, притом желательно в неблагоприятных условиях. Тонюсенький здесь металлический ободок. При переноске наушники складываются в чехол. Выглядит это дело компактно. Мультипоинт на борту, за это жирный лайк. Значки Anker блестящего желтого цвета выглядят по-китайски дешево. И особенно печалит мысль о том, что рано или поздно краска слезет и выглядеть они будут ой как неприлично. На чашках есть физические кнопки. На правом 2 кнопки громкости и play-stop. Люфт у кнопок есть, но не сильный. Сами кнопки сделаны из довольно убогого пластика. Еще более печального, чем сами наушники. Хотя с виду он ничего, тактильно прямо совсем отталкивает. На правой чашке есть также отверстие для мини-джека на 3,5 мм. На левом ухе размещается кнопка активации вариантов шумодава, кнопка питания, отверстие для зарядки Type-C и светодиод индикации. Включаются наушники нажатием кнопки питания в течение 3 секунд. Для спаривания выключенных наушников необходимо зажать кнопку питания на 5 секунд, пока не замигает синий светодиод. Тогда наушники переходят в режим сопряжения. Для быстрого сопряжения с наушниками можно взять смарт с включенным NFC и поднести его к правому наушнику. Для того, чтобы не снимать наушники, если вам нужно переговорить с человеком, можно поднести к правому уху руку. Это сменит режим шумодава на режим прозрачности. Функция не новая, понятно, с кого она скопирована, палец в сторону Sony, но работает хорошо и она достаточно полезна. Чтобы сбросить данные наушники до заводских настроек, достаточно зажать на 5 секунд одновременно кнопки питания и увеличения громкости. Приложение у анкеров довольно приличное, полностью на русском языке. Обновления прилетают на наушники исправно. Настроек много, 22 пресета эквалайзера, плюс можно сохранить свои настройки эквалайзера. Чтобы отключиться в настройках приложения, есть так называемый белый шум разных типов, с помощью которого можно отдохнуть и расслабиться. Он представляет собой записанные успокаивающие звуки, шум моря, дождь, пение птиц и тому подобное. Такое, в принципе, много где встречается уже. В приложении активируются варианты переключения шумодава. Их здесь 3: в помещении, на улице и в транспорте. Каждый режим шумодава активирует свои настройки
работе по подавлению шумов разного вида. Люди, машины, самолеты. С включенным шумодавом наушники проработали почти 40 часов на 70% громкости. Без активированного шумодава чуть меньше 60 часов. Если уши разрядились, просто подключайте их по кабелю AUX и все. Или заряжайте их 5 минут и на выходе имеете сходу 4 часа автономности на 50% громкости. Из минусов: в приложении не отображается процент заряда наушников, лишь при подключении к смартфону они с женским голосом произносят Battery Medium или Battery Low. Хотя в настройках телефона процент заряда наушников отображается шагом в 10%. Но это не со всеми телефонами. По характеристикам, это 16-омные наушники с драйверами размером 40 мм, что максимально стандартно. Производитель обещает воспроизведение звука в диапазоне от 16 кГц до 40 кГц, что уже нестандартно с довольно лютым запасом. Два микрофона задействуются для активного шумоподавления. Кодеки, к сожалению, как я уже говорил, стандартные AAC и SBC, Bluetooth версии 5.0. Работает он по заявлению производителя до 15 метров. Реально на расстоянии около 12 метров через две стены из гипсокартона начинались проблемы с воспроизведением. Уши не отваливались, но фризы ловили стабильно. Аккумуляторы в наушниках имеют емкость в 720 мАч. Для полной зарядки ушкам необходимо, по моим тестам, чуть меньше 2 часов. Продолжительность работы, как я повторяю уже третий раз, до 60 часов при выключенном шумодаве и до 40 часов при активированном активном шумодаве. Вы просто устанете их разряжать. Защиты от влаги нет и запас громкости не лютый. Если вы ожидаете, что это дело будет превращать ваш мозг в винегрет, вы ошибаетесь. Наушники громкие, но не слишком громкие. Посадка наушников удобная, если не брать во внимание довольно малый объем пены в амбушюрах. И кожзам, которая в теплое время года или в комнате через определенное время, час-два, будет напоминать слушателю снять наушники, потому что уши некоторых от кожзама потеют, а скорее всего большинства. Но это все индивидуальные особенности, тут каждый решает сам. Сменных амбушюр пока нет в продаже, но я уверен, что китайцы скоро начнут их продавать. Микрофоны работают стандартно, но по мне для своей стоимости очень даже хорошо. Вот вам пример работы микрофонов. Пример работы микрофонов беспроводных наушников накладных Anker Q30 в помещении. В помещении довольно громко работает компьютер, не самая худшая акустика, но и не лучшая. Разговариваю во весь голос, возможно, шумодав даже не справляется, потому что голос у меня довольно громкий и звонкий. Окно открыто, бибикала машина, если вы услышали, довольно громко кричат дети, ввиду того, что окно во двор. Вот примерно так вас будет слышать собеседник в помещении. Но на улице, я уже говорил, еще раз повторю, что мне нравится, как данные наушники работают, как отрабатывают у них шумодав и как, в принципе, отрабатывают микрофоны. Пример работы микрофонов Anker Q30. На улице рядом проезжают машины, трасса, Санкт-Петербург, и пока все тихо. Но сейчас мы подождем, когда кто-нибудь на довольно приличной скорости проедет мимо. Вот сейчас проехала Лада, и мы подождем поток. В принципе, еще раз повторяю, что микрофоны на улице работают хорошо, опять же, по моему субъективному мнению. Вот сейчас проехала Peugeot, пока все лояльно. Вот сейчас на скорости примерно километров 80 мимо меня проехала Chevrolet, Volkswagen и еще одна Lada. Помимо этого Kia, плюс я иду, небольшой ветер, и если вы меня хорошо слышите, значит примерно так же будет вас слушать собеседник. Еще раз повторяю, что эти микрофоны устраивают всех, кому я звоню, даже на улице. Bluetooth версии 5.0, кодеки AAC и SBC, задержка в играх и при просмотре YouTube по мне заметна. Вот пример задержки. NFC Pairing работает только на Android, на iOS-системах он не работает. Прилегание для занятий спортом по мне недостаточно плотное, я вообще не встречал настолько неудобные для спорта накладные наушники. Даже миксайдеры так на моей голове окружностью 58 см не слетали с нее во время бега. На высокой громкости нет перегрузок, но звук как будто урезается. Теперь о главном. Эти наушники воспроизводят музыку достаточно хорошо, но без изюминки. Звуковая сцена довольно широкая, инструменты не смазаны, высокие отрабатывают
Не совсем так, как ожидаешь, но хорошо. Хотя басов более чем достаточно. Характерно, что при переходе на проводное звучание наушники начинают играть, разумеется, по-другому. Высокие сразу же оживают, становятся чище, вы наконец-то можете различать крэш, хай-хет и райд. Звуковая картина при воспроизведении треков по Bluetooth довольно скудная. Баланс инструментов слегка нарушен. Музыкальные инструменты звучат по своей протяжности и тональности не совсем так, как должны были бы звучать в реальности. Данные наушники в основном подойдут тем, кто любит побольше низов, любителям электронной музыки, драм-н-баса и тому подобных направлений. Любителям же классики, классического рока я советую их обязательно послушать перед покупкой, даже на лютых скидках. Как Bluetooth гарнитура для использования со смартфоном в поездах по городу, они отрабатывают свое назначение на все 100%. Они довольно отлично заглушают посторонние шумы, позволяя при этом наслаждаться любимыми треками в дороге. Метро они глушат даже через шапку, правда на максимальной громкости. Итого, нет защиты от влаги, на высокой громкости окружающие будут слышать то, что слышите вы, и на данный момент они несовместимы с Xbox и PS4, но это по отзывам, сам я это дело не проверял, не с чем мне. PS5 только планирую покупать. Цена по ссылке в описании к видео с моими промокодами из телеграм-канала по ссылке в прикрепленном комментарии будет в районе $66. И это прям очень неплохо, ведь сейчас на Али сейл. Резюмирую, если вы не аудиофил, можете смело идти в магазин и их слушать. Потом покупать с чистой совестью и четким ожиданием качества за адекватную цену при заказе на Али. Благо послушать накладные уши в магазинах сейчас проблем никаких. Следующий обзор будет на триггеры для телефона. Поиграем наконец. Ну а потом на наушники Air 2 Pro от тех же анкеров. Не забывайте прийти на стрим с лицом в воскресенье, буду распаковывать кнопку YouTube. Ну и расскажу о себе. А для спонсоров канала пока у меня еженедельные стримы по понедельникам в 9 часов вечера. Прошлый понедельник разыгрывали часы Honor. Мне кажется, что еще одни Huawei-вские часы я тоже скоро разыграю. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.